Ну, всем привет. Видео с моим таким как бы обзором Черноморского побережья от Адлера до Анапы вызвал ваш неподдельный интерес. Всем, кто оставил любые комментарии, я говорю спасибо. Удивительно, что вы обращайте внимание не на само видео и на содержание, а на то, как я выгляжу. С лица вроде воду не пить, но тем не менее. Спасибо. Можете и в этом видео, где я буду рассказывать о районах Краснодара, города, где я родился и вырос, тоже прийти, рассказать мне, что я уже взрослый, с лишним весом, картавый, лысый, лысеющий. Все того, чего я не знаю. Приходите и напишите мне об этом. Напишите еще, о каком городе я должен рассказать, помимо Краснодара. Ставьте лайки. Присылайте это видео. Благодаря вашей активности мы подбираемся к отметке в 10 тысяч подписчиков. Чуть-чуть поднажать. Всем, кто смотрит, подписаться, переслать. Кто вам, как не я, совершенно не мотивированный на ложь, на приукрашивание, расскажет о реальном раскладе по районам Краснодара. Я там прожил почти всю жизнь, за небольшими перерывами. И последние годы я жил в Горячем Ключе. Кстати, естественно, Горячему Ключу будет посвящен мой следующий обзор, распаковка. Горячий Ключ — это маленький такой курортный, как бы курортный городок на 75 километров южнее Краснодара, ближе к Черному морю, по трассе на Джубгу. И в следующем видео вы узнаете, почему он как бы курорт. Ладно, без долгих прелюдий, давайте по Краснодару пойдем. Значит, Краснодар состоит на самом деле из внутренних районов, но они там укрупнены. Но есть ближние пригороды. С востока это Старокорсунская, станица Старокорсунская на берегу Краснодарского водохранилища, хутор Ленина. Также там есть популярные районы, которые на самом деле уже можно считать пригородом Краснодара, я бы их так считал. Это Знаменский, Новознаменский, Лорис, где птицефабрика. И в принципе по ростовской трассе я бы считал, что все, что идет до Динской, это все своего рода пригород Краснодара. Я знаю людей, которые жили буквально там в агрономе и ездили в Краснодар на работу. У меня были такие сотрудники. Места красивые, достаточно, тогда, 20 лет назад, были достаточно глухие. Пригород, деревеньки, станички такие. В принципе, люди из Динской ездят в Краснодар на работу. То есть с востока это от Динская, Старокорсунская, даже может быть Васюринская, но Васюринская, наверное, чуть дальше, чем Динская, и хутор Ленина. Хутор Ленин вообще, я считаю, что это часть Краснодара. С севера можно тоже считать, по моему мнению, частью Краснодара Новотитровскую. Там расстояние между Краснодаром и Новотитровской очень небольшое. Тем более она находится в границах дальнего западного обхода от Динской до Новотитровской. То есть, да, я бы ее тоже отнес к пригороду Краснодара, большого Краснодара, потому что город реально большой. С западной стороны я бы в границы Краснодара внес станицу Марьинскую.
Несколько раз там бывал, там даже есть винзавод. Да, я вам признаюсь, я почти все места в Краснодарском крае проехал, потому что у меня был такого рода развлечение. Когда-то, когда я был молодым и богатым, я ездил по всем винзаводам в Краснодарском крае. Ну, во-первых, они всегда обычно расположены в красивых местах, таких достаточно чистых и экологичных. Ну, во-вторых, мог себе позволить, был достаточно богатым, чтобы приехать, допустим, куда-нибудь, ну, не знаю, на границу Краснодарского края и Ставрополья, закупиться коньяком и вернуться обратно. Вот. В Марьинской тоже был когда-то винзавод, но сейчас, наверное, его уже там нет. И я бы сказал, что это все, это вот предел на запад. Дальше там, по-моему, есть еще был неплохой рынок в станице Ивановской, но это прям уже достаточно далеко от Краснодара, это скорее уже пригород Славянска на Кубани. Ближе к Краснодару от Марьинской находится станица Елизаветинская. Ну, фактически так же, как и Новотитровская, это уже вот ближний пригород Краснодара. То есть, если Марьинская и Белозерный это дальние пригороды, то Елизаветинская, ну, фактически это уже, в моем понимании, часть Краснодара. Уникальной особенностью Краснодара является то, что он находится на границе Краснодарского края и Республики Адыгея. И Республике Адыгея все совсем не по-другому. Например, там дешевле недвижимость была, как я слышал. Поэтому на юге, там где находится река Кубань, есть полоса Республики Адыгея. И пригородом Краснодара с юга через реку Кубань являются такие поселки, как Новая Адыгея, Яблоновский. Это, ну, по сути, вот Новая Адыгея и Яблоновский это все вместе. И я бы сказал, что это часть Краснодара. Дальше есть Козет, но он как такой вот меньшей степени пригород Краснодар, потому что он чуть-чуть отделен полями от Краснодара и от Яблоновского. Тлюстенхабель, тоже с юго-востока от Краснодара, он, можно сказать, тоже пригород, потому что через шлюзы, через мост. И я бы, наверное, даже к пригороду Краснодара отнес НМ, большой город, поселок городского типа. Ну, буквально люди там из НМ ездят в Краснодар на работу и домой спать. И даже Афипский я бы отнес к дальнему, южному, юго-западному пригороду Краснодара, потому что я знаю, что люди из Афипского ездят на работу в Краснодар. Официально в Краснодаре есть 4 округа. Это Западный округ, понятно, что он с запада и так северо-запада. Центральный округ, Карасунский округ, он так с севера и северо-востока. И Прикубанский округ, он находится с запада и юго-запада, ну вот как-то таким полукругом. В общем, несколько такая через полосица между Западным и Прикубанским округом, но в принципе по названиям можно понять, что тот, который Прикубанский округ, находится больше рядом с Кубанью и на западе. Прикубанский, да, Западный округ, он находится больше на севере и чуть-чуть около Кубани. Центральный округ, он находится в
центре и отчасти на юге. И Карасунский округ это большей части восток и всякие вот эти вот аэропорт, хутор Ленина, вот эти районы, Знаменский и так далее. Так, это официальное наименование округов в Краснодаре, как в муниципальном образовании. Но есть еще районы Краснодара, это такое больше народные названия и понятные для местных жителей наименования. Давайте пойдем с востока. Значит, хутор Ленина, ну понятно, это хутор Ленина, между ним и Краснодаром есть некий кусок, пока еще есть кусок сельхозземли, дачных хозяйств, каких-то там вот сельхозпредприятий, торговых центров, там находится Озмол, ну вернее в этом промежутке между Краснодаром и хутором Ленина, и находится самое главное аэропорт. И в эту сторону будет расти, как обещали, в вторую очередь аэропорта. Но будет он, не будет, неизвестно. Почему с полетами непонятно, что будет. Но если он будет, то будет вот в эту сторону. А хутор Ленина находится на берегу Краснодарского водохранилища. Он достаточно независим от Краснодара. В смысле, как разделен от Краснодара расстоянием. Официально не входит в Краснодарский муниципальное образование, в смысле, как я понимаю, не входит в Карасунский округ. Есть гидрострой, большой район, поселок гидростроителей раньше назывался. По названию понятно, что он появился одновременно со строительством Краснодарского водохранилища, и южнее Краснодара в республике Адыгея была построена и до сих пор действует целая сеть оросительных каналов, и там выращивают южнее Краснодара рис. В гидростроителях раньше было достаточно уныло, два было кольца, большое и малое. Сейчас этот район очень сильно вырос, и его границы на юге это река Кубань. Он находится в низине, хорошо продувается, туда хорошо попадает дым от сжигания соломы, туда же хорошо попадают туманы с Краснодарского водохранилища, но он достаточно сильно застраивается многоэтажками, и, наверное, на последних этажах, если лифты и вода есть у вас, то неплохие виды открываются на юг, на горы, на Адыгею, на Краснодарское водохранилище. То есть, наверное, с последних этажей там красиво смотреть. Но он достаточно компактно расположен. По сути, это такой вот, можно сказать, остров, который отделен от остального Краснодара улицей Мачуги. То есть выехать из гидростроя, в моем понимании, проблематично, потому что на востоке он отделен М4 Дон, объездной, ну, вернее, он даже отделен не М4 Дон, а той же улицей Мачуги, которая поворачивает. А на севере он упирается в ту же Мачуги и в ТЭЦ. То есть проблема гидростроя, что он такой компактный город в городе. Дальше на востоке находится Пашковский микрорайон. Это бывшая станица Пашковская. Это такая большая деревня. В основном одноэтажная, но есть вкрапление пятиэтажек небольшое, есть небольшое вкрапление
точной застройки высотных домов, но в основном это все такое одноэтажная, обычная станица, просто попала в границы Краснодара. И за исключением небольшого участка вдоль улицы Мачуги, от улицы Фадеева до Объездной, до М4 Дон. Там сейчас настроили много, такой большой район многоэтажек, очень новых. Если вам не нужен в центр ехать, то, наверное, это интересное место. По идее, там должны быть современные дома, современная инфраструктура. О качестве строительства не берусь судить. Строили эти дома недавно, последние 10 лет. Возможно, и не очень качественно построены. Не знаю. Но дома новые. Это все рядом с Объездной. И рядом с аэропортом. Совсем на юге Пашковского микрорайона есть бывший район кирпичного завода. Это такой рабочий поселок. Там есть какое-то количество, по-моему, 3-4-этажных, хрущевок. Тоже есть частный сектор, какие-то промзоны. И все это упирается в Объездную, в М4 Дон, и, в смысле, в трассу М4 Дон, не Объездную, просто М4 Дон, и в старую Кубань, то есть в Адыгею. Должен сказать вам о таком районе. То есть вот напротив этих новых домиков есть такой маленький райончик кирпичного завода в Пашковском. На востоке Пашковский упирается опять же в череду всяких салонов, магазинов вдоль М4 и в аэропорт. В районе аэропорта есть большая такая промзона с кучей всяких складов, каких-то предприятий, рынков. Вот это все Пашковский. Если очень коротко, это такая большая станица с кусками промзоны. Знаменский, Новознаменский — это более новые, бывшие, как я понимаю, садоводческие товарищества и поселки, переделанные в район Краснодара. Основная проблема Новознаменского и Знаменского в том, что из них, чтобы попасть в Краснодар, нужно въезжать в Пашковский и в Комсомольский. То есть, соответственно, на въезде-выезде формируются пробки. Это такие спальные деревни в пригородах Краснодара. Люди там покупали по причине того, что там просто было когда-то дешево, сейчас, наверное, не очень дешево. И проблема в том, что если вы из Пашковского микрорайона можете найти много способов выехать, то в Знаменске, Новознаменске у вас буквально 3-4 дороги, как можно заехать, и все. И будете стоять в пробках. Комсомольский микрорайон, это мы все с востока идем. Комсомольский микрорайон, это, по-моему, построен был в начале 80-х годов. Я помню, что я в гости ездил туда к однокласснику, когда еще учился, по-моему, во 2 или в 3 классе. Туда сразу построили трамвай. Вот видите, как в советские времена делали. Сразу построили трамвай. И вот я как раз на трамвае, будучи там 10-летним ребенком, ехал на день рождения куда-то. Господи, на какую же я улицу ехал? Наверное, на Уральскую. Помню, что там прямая видимость была от железнодорожных путей. Да, это, наверное, была Уральская. Отпускали же. Комсомольский — это старый район, то есть ему, соответственно, 40 лет. Дома там в основном старые хрущевки. Нет, не хрущевки, брежневки. То есть блочные дома в основном. Но сейчас потихонечку его еще уплотняют его более новыми, тоже, по-моему, блочными домами. Там есть кирпичные, но это такая вот смешанная через полосица. Он раньше был вообще
отдельно стоящим от Краснодара, то есть это был такой микрорайон, и между ним и Краснодаром была такая вот маленькая полоса деревни, район КСК, но сейчас это все границы потихонечку стираются. Суть в том, что туда тяжело доехать, туда есть практически только две улицы, это Уральская и Сормовская, которые ведут. Ну, Новороссийская, Уральская, Сормовская, да. И это если ехать от Краснодара. Или как-то заезжать через Пашковский, ну, примерно там, ну, хорошо, добавил с улицы Мачуги. То есть тоже 4 въезда только есть, и все. Надо, в общем, постараться, чтобы туда доехать. Я жил там несколько лет. Вернее, я жил в районе КСК, недалеко от Комсомольского. Жил буквально в пробке, в машине туда и обратно. Из центра, если ездить. Если вы живете на конечной Комсомольского, сели на какой-нибудь троллейбус или трамвай и долго-долго мучительно едете в центр. Ну или никуда не выезжайте. Ну и понятно, что через этот район ездят те, кто приезжает из Новознаменского, из Знаменского, и кто из пригорода Краснодара. То есть там все время по уральской пробке, пыльно, жарко. Но, в принципе, райончик такой достаточно зеленый. У меня о нем смешанные чувства. Район КСК, комбольно-суконного завода. Есть туда трамвай. Это половина старых каких-то типа бараков 3-4-этажных, ну, есть и хрущевки, есть и точечная застройка новыми домами, но половина района КСК это частный сектор. Да, и вот, кстати, важная особенность это то, что между Пашковским, Комсомольским и КСК проходит цепь озер, которые в Краснодаре называются Красуны. И они выходят к ТЭЦ. Ну, это типа зеленая зона. Или зона, где размножаются комары и лягушки. На ваше усмотрение. Район КСК переходит в район ХБК. Хлопчатобумажного комбината. Это тоже частично частный сектор. Частично какие-то промзоны, как и район КСК. То есть предприятия какие-то маленькие магазинчики или наоборот большие рынки. То есть, ну, такой вот разношерстная застройка непонятная. ХБК в меньшей степени разношерстная застройка, то есть там есть больше советских типовых домов. Есть кусок частного сектора от Селезнева до железной дороги, до улицы Новороссийской. И дальше этот район ХБК переходит тоже вдоль Селезнева в район РМЗ. Ремонтно-механический завод, что ли, как-то так назывался. Но это район улицы Ялтинской и упирается этот район в Тихорецкую улицу. На Тихорецкой тоже есть такие промзоны вдоль железной дороги. В основном это частный сектор, какие-то точечные вкрапления многоэтажек, недавно построенных. И по Селезнева со стороны ближе к Кубанскому госуниверситету есть советская застройка на 70-х, начало 80-х годов, 9-этажки, 5-этажки, поскольку вот этот район, улица Селезнева, на юг от нее, это огромный район, который называется Черемушки. По сути, Черемушки есть основа центрального района Краснодара. С юга и с востока Черемушки упираются в реку Кубань и в парк Солнечный остров. По-моему, раньше назывался 40-летие октября, если я не ошибаюсь. Но
На западе и на севере он упирается в железную дорогу, и на севере и востоке в улицу Селезнева. То есть это такой огромный старый район Краснодара, сильно населенный. Я там прожил большую часть, нет, не больше, уже не большую часть своей жизни. Я там прожил 14 лет. Как-то я себя молодо чувствую. Да, кстати, подпишитесь, пока я еще живой. Шутка. Черемушки это вдоль Ставропольской. Севернее Ставропольской это старые хрущевки. Брежневок там почти нету. Южнее Ставропольской это район, микрорайон, в народе называемый Дубинка. Это бывший дубовый лес, который потом потихонечку, пригород старого центра, его застраивали, этот лес, частным сектором. То есть, по сути, вот все, что южнее Ставропольска, это небольшое количество хрущевок, брежневок и новой застройки и частный сектор. Сейчас вдоль реки Кубани начали втыкать микрорайончики такие на месте старых предприятий. То есть Дубинка это частный сектор, и ближе к Кубани были раньше множество всяких промзон. Потому что это все-таки зона подтопления, все, что вдоль Кубани. Там же даже есть улица Пойма реки Кубань, ПРК. И вот на этой, вдоль этой, значит, Кубани, в этой пойме реки Кубань начали втыкать сейчас жилые комплексы. Сами сделайте вывод, что доехать до этих жилых комплексов будет ой как сложно, потому что улицы там узкие, двухсторонние, двухполосные, двухсторонние, по полосе в каждую сторону. И я думаю, что весь район это будет стоять жутко в пробках, потому что раньше и так было сложно выехать на Ставропольскую из этого частного сектора. А сейчас, с учетом того, что там настроят много, и уже настроили и заселяют много многоэтажек новых вдоль Кубани, оттуда выехать на Ставропольскую в остальной город будет жутко тяжело. То есть этому району, все, что южнее Ставропольской, я обещаю пробки ближайшие много лет. И трамвай туда идет только по небольшому такому кольцу, то есть этот трамвай нужно очень сильно продлевать, расширять, удлинять, что хотите с ним делайте, но маршрутного транспорта там практически нет. Это раньше был частный сектор, только. Так, район Кубанского госуниверситета, там есть озеро Карасун. Его тоже там частично застроили многоэтажными домами. Как и ближе к району ТЭЦ. Тоже там есть еще одно озеро около Старокубанской. Ну, проблема Ставропольской, вы сами знаете. Это выездная улица, въездная-выездная, переходящая в Мачуги. И по Ставропольской всегда жуткая пробка. Но там есть трамвай. В этом есть плюс. Так, поехали дальше. Ну, давайте вдоль Кубани. Район Горгаза. Это, по сути, раньше мы его называли район гор-огородов. Низина, то есть это район низкий, тоже рядом с Кубанью. Буквально там между домами этого района Горгаза и Кубанью есть такая типа насыпи дамбы. Я по них ходил. И дома находятся ниже этой дамбы. И там их подтапливало иногда. То есть район Горгаза, как я понимаю, на севере упирается в улицу Постовую. Или как она сейчас называется, я уж не помню. Речная, вот я на карте подсмотрел, да. Но проблема этого района, что он охватывается так полукругом рекой Кубанью, и через него проходит две улицы, выезд из Краснодара на юг, в Яблуновский, который, как я вам говорил в начале, это по сути Яблуновский, это уже часть Краснодара.
Хати находится в республике Адыгея. Соответственно, в районе Гургаза, если вы на автобусе, на машине или даже на автобусе, вам придется стоять в общей пробке тех, кто выезжает или въезжает из Адыгеи через Яблоновский мост. Там 2 улицы, и никуда вы не денетесь. Вы все равно будете вынуждены стоять в этих пробках. Плюсом является то, что по улице Захарова идет трамвай. В принципе, район старый, как я понимаю, там блочными домами застроено всего ничего. В основном это были очень старые бараки, в которых жили рабочие завода Седина. Он раньше делал станки, которые делают станки. Такой очень важный завод был. Будучи школьником, я там был на экскурсии, видел, как это все делается. И теперь этого завода, как я понимаю, нет, а вот этот рабочий поселок остался. Дальше. Наверное, самый дорогой район Краснодара, старый центр, так называемый. То есть с юга он упирается вот в этот район Гургаза. Примерная граница это городской парк или парк 30-летия какого-то там чего-то там октября. Городской парк, городской сад, детская краевая клиническая больница, улица Постовая, шифровальное училище, оно же там имени Штеменко. И с запада это Затон, известный вам скандальный мост Поцелуев, река Кубань с запада, и с востока это будет упираться все в улицу Новороссийскую, если ориентир это железнодорожный автовокзал, улица Северная, но центральный район больше, и на север он уходит аж до дальше Авроры, выходит на практически улицу до улицы Солнечной, вот. То есть такой большой центральный район. Я так немножко потормозил, подумал, почему же они его так сильно расширили. Но это так, да, до микрорайона Репина, то есть до улицы Лузана или дальше даже. Вот как ориентир. Такой огромный центральный район. Старый центр я бы все-таки назвал вокруг музея Фелицина. То есть старый центр, наверное, до Сенного рынка, до улицы Северной и до Тургеневского моста. И вот то, что все севернее улицы Северной, как бы это ни было смешно, это уже новый центр. Не старый, а новый центр. Вот. Самый, наверное, дорогой район в Краснодаре. Трамвай, троллейбус, много общественного транспорта. Очень смешанный район. Есть и Шанхай, так называемый, то есть частный сектор, одноэтажный. Есть и точечная многоэтажная застройка. Есть и хрущевки. В общем, каждой твари по паре. Вдоль реки Кубань на Кубань-набережной построили так называемые элитные дома, хотя я их таковыми не считаю. Есть такой анклав своего рода вокруг стадиона Кубань. Там тоже такой райончик достаточно глухой, потому что он упирается в железную дорогу. Есть северные мосты, вернее, кусок между северными мостами. Тоже своеобразное такое место, вроде как в центре, но отрезанное от той и другой части города. И, наверное, самое популярное среди богатых людей место — это кусок улицы Красных Партизан, который примыкает вот ближе туда, к центральному кладбищу, к Триумфальной арке, так называемой.
Вот это конец улицы Красных Партизан, там дорогой частный сектор. Ну и недостатком этого района является то, что на севере через Аврору едут все те, кто хотят выехать из центра через мост на вокзале Краснодар-2. То есть вы будете около Авроры упираться все время в пробку, выезжая с улицы Красной туда дальше в сторону Чистяковской рощи. Вы будете упираться в пробку по улице Нефтяников и Лузаны, потому что все, кто хочет выехать в Новотитровскую или на Красную площадь, будут стоять в пробке по улице Дзержинского. То есть проблема в том, что на выездах из центрального района, если вы на колесном транспорте, не на трамвае, то вы будете стоять в пробках. Но в принципе этот район, он насыщен всякими видами общественного транспорта. И там относительно удобно перемещаться. Еще есть недостаток того, что Аврора находится на холме и Лузана улица повыше. Такое достаточно высокое место в Краснодаре. А вот улица Рашпилевская и Монтажников перед фестивальным, они как бы в низине. И я очень много раз наблюдал, как улицу Аэродромную, конец Красных Партизан, Рашпилевскую сильно так подтапливало во время залповых дождей. То есть обратите внимание, что улица дальняя, все, что западнее Дзержинского, вот начало Дзержинского, все это подтапливается. То есть между фестивальным и улицей Дзержинского есть такое место низкое, где сильно подтапливает во время залповых дождей. Вот. Так, ну и, соответственно, улица Тургенева, Тургеневский мост, вы представляете. То есть все едут на выезд с Краснодара, стоят там перед улицей, перед Тургеневским мостом в пробке. Все, хватит про центральный округ. Я там прожил тоже много лет. Наверное, лет 20 я там прожил, если не больше. В разных местах. Ну, комфортно, удобно, но дорого. Так, Кожевенный микрорайон. Понятно, раньше там был завод по выделке шкур. Раньше это была промзона, сейчас ее застроили новыми домиками вдоль Кубани. Ну, проблема то, что, опять же, люди едут через этот район в Юбилейный, то есть пробки. Общественный транспорт, а только трамвай, насколько я помню. Ну и какие-то там, наверное, троллейбусы по Северной. Ну, это такой вот промежуточный район между Юбилейным, который тупиковый, и центральным районом. Соответственно, через вас все время будет двигаться транспорт, имейте в виду. Но это достаточно новый район, на моих глазах его застроили. Раньше там вдоль Кубани были какие-то базы, заводы, ну какая-то ерунда. Сейчас это все застроили относительно новыми домами. Про качество не могу сказать. Фестивальный микрорайон построен в начале 80-х. Хрущевки пополам с Брежневками, пополам с какими-то более-менее приличными домами. Он находится на возвышенности. Туда есть трамвай по улице Каляева. Ну, он там на границе идет, но тем не менее. Троллейбусы ходят. Есть суперэлитный район Поле чудес. И вообще вот этот район фестивальный сейчас последние несколько десятков лет активно застраивается. Там много-много разноплановых домиков повтыкали. Ну, наверное, если бы я выбирал, где жить, я бы выбрал там. Потому что район относительно новый, с хорошей транспортной доступностью, не совсем в центре. Он как бы вот не проездное, так вот отчасти на окраине, но то есть, соответственно, вам туда не придется, если мы не говорим про Красных Партизан и Дзержинского, вам не придется, и Тургенева на выезде, вам не придется на этом фестивальном особо стоять в пробках. То есть понятно, что Тургенева забитая, понятно, что Красных Партизан забита на выезд из Краснодара.
и Дзержинского, поскольку в Красную площадь. Но в принципе в районе там перемещаться можно, и главное, что его не подтапливает. Он на возвышенности находится. И домики там есть на любой вкус и цвет. Вот. Так, дальше. Юбилейный микрорайон. Второй, наверное, в списке моих приоритетных районов. Это, по сути, город в городе. Построили его на намытых песках из Кубани. Там реально песок в качестве основы для района. У меня есть даже история, как я там воровал песок, отдельно вам расскажу. Район застроен новыми домами. По сути, туда приехать можно только несколькими путями. И если вы выбираете юбилейный, готовьтесь к тому, что вы будете в нем как в каком-то вот такой отдельном месте жить, потому что он отделен от остального города аграрным университетом или академией, не знаю, как он сейчас называется, ботаническим садом. И, соответственно, там несколько улиц на въезд всего лишь. Ну, может быть, он этим и хорош. Новый, дома новые, есть трамвай, тоже относительно новый. Красивые виды на Адыгею, которая ниже и южнее. И, честно говоря, я не помню, чтобы его подтапливало. Ну, недостаток только в том, что по реке Кубань уж к нему туда приплывают все те фекалии, которые сливают на Затоне и выше по Кубани. То есть все, извините за слово, это говно, которое можно из Краснодара слить, а оно все притекает туда к юбилейному. Ну и дальше течет в сторону Елизаветинской и Белозерного. Район сельхозакадемии хорош тем, что там зеленые насаждения, домики такие вот старенькие для преподавателей, то есть тоже хрущевочки такие, но он зеленый и ботанический сад. Ну, есть где погулять. Вот чем, кстати, юбилейный хорош, что вы можете в район аграрной академии пойти погулять. То есть там такие много зеленых зон. Вот. И поэтому, наверное, фестивальные и юбилейные мои два таких самых любимых района, потому что есть где недалеко выехать и потусить в зеленой зоне. Но юбилейный на втором месте, потому что он все-таки не в низине находится, вдоль Кубани, и теоретически он может быть подтапливаемый. Так, район микрохирургии глаза тоже вдоль Кубани. Плохо то, что он на выезде, то есть будут там все время пробки стоять на выезд по Лукьяненко и по Красных Партизан. Но домики там новенькие, хотя и блочные, не особо качественные. На Славянском районе самое большое и ужасное, что я понимаю, это кладбище. Все, ребята, вот никак вы меня не убедите, но жить рядом с кладбищем я не хочу. Вот. Считайте меня суеверным. И, конечно, там, я помню, есть всякие промзоны, какие-то улицы, тупики, какие-то предприятия. Ну, мутный район. Может быть, только вдоль Каляева, там вот, когда трамвай идет, в районе Поля чудес, частный сектор неплох. Ну, то есть подальше от кладбища, в границах улицы Круговой, наверное, вот еще как-то Славянский микрорайон. Около кладбища я не могу себя заставить жить. Так, рубероидный завод, Учхоз Кубань, район Вавилова. Ну, не знаю. Нет. Это какой-то непонятно для меня окраина с какими-то еще менее привлекательными точечными застройщиками частными. Я смотрел там дома какие-то, их забрасывали, потом собирались достраивать. Ну, в общем, черти что. И главное то, что это бывшие, как я понимаю, рабочие поселки, соответственно, инфраструктура там старых предприятий.
И заезд туда тоже только по улице Красных Партизан. То есть, если вы хотите туда попасть, это Калинина, Красных Партизан. Сложно будет доехать. Вот. И вы будете стоять в пробке. По-моему, туда нет никакого трамвая. Я не помню, чтобы он был. Где-то он там заканчивается. Очень не сильно глубоко в этом районе. Так. Да, и, соответственно, по вот этому учёзу Кубань, как я помню, вот много раз ездил в сторону Темрюка, все время стоит там пробка. Все время. Оно вам надо. Потому что в Елизаветинскую едут, в Белозерный, где подешевле, еще дешевле жить. Так, западный обход. И честно скажу, я не берусь прокомментировать этот район. Я его плохо знаю. Знаю, что там есть дорога. Знаю, что его застраивают. Но, если честно, я не помню, чем его застраивают. Помню, какие-то дома строили новые. Не берусь. Чего не знаю, того не знаю. Цените мою честность. Чего не знаю, не буду комментировать. Вот. Западный обход, понятно, что там есть дорога, и говорят, что там очень дешево. Было когда-то. Авиагородок. Военный аэродром в Краснодаре. Старые хрущевки. Очень хорошо представляю, как это выглядит. Есть там вкрапление частных таких новых высоток. Но в основном, по-моему, там хрущевки, и с одной стороны это все ограничено аэродромом, то есть тупик, а с другой стороны улица Дзержинская, по которой все стоят на выезд и въезд, почти вечная пробка. И хрущевка. Район Репино, это бывший район завода ЖБИ. Очень низкого качества блочные дома. Говорят, слышимость там поразительная. Застроено, залеплено буквально на голове. Парковаться негде. Зелени нет. Нет. Я очень хорошо представляю этот район. Он не туда и не сюда. И раньше он был на окраине. Сейчас он был реально на окраине. Потому что потом район 9-го километра, это был частный сектор на окраине Краснодара, совсем на окраине. И Репино было тоже на окраине. И сейчас это получилось внутри уже Краснодара, чуть ли не в центре. И он очень некачественно построен. Там же находится, в том же разделе первого с конца, музыкальный микрорайон, известный на весь мир своими затоплениями, подтоплениями, непонятными земельными отношениями, непонятным, как эти все дома на какой земле находятся, нерешаемой транспортной проблемой. В общем, слышите музыкальный район, закрывайте уши и вообще забудьте об этом. Это гетто. Буквально, извините, ребята, но это гетто. Я помню, как я ездил на улицу Московского, в тупик туда в конце, где сейчас Магнит, где на улице Солнечной находятся эти все офисы Тандера. Раньше это был тупик, какие-то болота, поля и все такое. Сейчас это стало музыкальным микрорайоном. Очень плохой, такое проклятое место, я бы сказал. Не потому, что люди там плохие, но люди хотели сэкономить, сэкономили. То есть вначале они заплатили маленькие деньги застройщикам, а сейчас они будут вынуждены платить за все, за каждый пук. Я там несколько раз даже на полноприводном пикапе застревал, настолько там сильно было водой залито. Нет, музыкальный микрорайон нет. Ростовское шоссе, улица Тополина, это выезд из Краснодара. Соответственно, стоять вам в пробке вечной на этом выезде.
улица Российская и район улицы Российская — это тоже частные застройщики, частный сектор. Ну, наверное, второй с конца. Вот этот микрорайон улицы Российской, второй с конца после Музыкального. 9-й километр — это вот такой промежуток непонятный частного сектора между Репино и Энкой, то есть районом Красной площади. Раньше это были только частные дома. Там жили известные краснодарские каннибалы. Поищите в интернете, что это такое. И сейчас, я думаю, это застраивается кусками, там, частными застройщиками. Там же тренировочная база когда-то была футбольного клуба «Краснодар». Ну, я думаю, что потихонечку район 9-го километра будет из частного сектора перестроен в такой же непонятный Шанхай, типа улицы Музыкального микрорайона. То есть будут скупать эти частные домики и втыкать туда малоэтажных частных застройщиков с непонятными, опять же, правоотношениями. Ну и уже сейчас район 9-го километра — это промежуток в пробке между Фестивальным и Энкой. Скорее нет, чем да. Энка построен турецкой компанией Энка по заказу властей Германии. Был когда-то с умом распроектирован этот район, но сейчас навтыкали всяких домиков около Красной площади и дальше туда к баскет-холлу застроили какими-то высокими по улице Кореновская, по-моему, домами. В общем, испортили район. Раньше он был очень достаточно так грамотно спроектирован. Сейчас он менее привлекательный, но тем не менее я бы его назвал, за счет того, что это как бы отдельный, раньше это был отдельный город, по сути, оторванный от Краснодара вот этим районом авиагородка 9 километра, он сохраняет свою автономность Энка, и поэтому я бы его назвал номер 3 в приоритетах. То есть это не в центре, но самодостаточный такой райончик с хорошей транспортной доступностью. Оттуда теоретически, если не в центр ехать, то оттуда теоретически легко выехать из города вообще. То есть есть Ейское шоссе, есть возможность выехать на Ростовское шоссе, можно по западному обходу уехать в сторону Славянска на Кубани. То есть такой вот район компромиссного транспорта и более-менее современной застройки. По-моему, его построили в начале 90-х. Да, после вывода советских войск из Германии, то есть в начало 90-х его построили. Более-менее современный район. И плюс Красная площадь, то есть все, что там вот построили, всякие магазинчики. Такой город в городе, номер 3 в приоритетах. Так, ипподром нет, потому что там это окраин, это уже садоводческие товарищества. 9-я тихая окраина, Молодежный микрорайон окраина, дешево и вечная жизнь. Северный микрорайон, помню, подтапливается, проблемы с электрическими сетями. То есть поймите правильно, когда вы выезжаете, я это все своим родственникам рассказывал, бывшим родственникам. Когда вы выезжаете в такие места, типа Северного микрорайона, район 9-й Тихой, Молодежный, на Российскую или Знаменский, Ипподром, Новознаменский, вот на эту окраину, а я знаю еще похуже районы, там в полях, буквально в полях между Ипподромом и Новознаменским, объездил все это. Ездил, смотрел там по своим делам. Вы, когда выезжаете в такое место и вы собираетесь покупать квартиру или даже дом в поле, поймите, вы заплатите мало относительно, допустим, обжитого района.
Но потом, допустим, в садоводческом товариществе вам придется вкладывать и вкладывать в обсыпку дорог, в проводку, в подведение газа, какой-то там оптики, если ее будут вешать по столбам, в новую водопроводную сеть, в какие-нибудь там канализационные сети, септики и так далее, в дренаж, чтобы вас не подтапливало. И в чем принципиальная разница между садоводческим товариществом и ИЖСом? В садоводческом товариществе не только потому, что вам там как будто нельзя жить, но потому что это дача. И, соответственно, под вас нету садиков, вам нужно детей возить куда-то в школу, потому что это дача, а не ИЖС. Самое главное, что вот в садоводческом товариществе вы все в одной лодке. То есть, если я, будучи в ИЖС, мог что-то прийти в мэрию, что-то у них требовать и говорить, блин, вы мне должны, потому что у меня жилой сектор, часть города, то в садоводческом товариществе я могу требовать только со своих соседей. Мы все в одном товариществе. То есть, если у меня половина соседей бухарики, которые просто живут на даче, чтобы умереть потихоньку, спившись, ничего с ними не сделаешь. Вот половина идет в отказ, и ты сам дальше с ними. Вот, ну, считайте, вот, если тонуть, то все вместе. Если улицы не расчищаются, значит всеми не расчищаются. Если какой-нибудь сосед дебошир, ну все, вот вы приплыли вместе с ним. Поэтому лучше, в моем понимании, чуточку переплатить, иметь частный дом с ИЖСом и иметь хотя бы кого-то, возможно, крайнего, типа местного какого-нибудь районной администрации, куда можно прийти и требовать. Потому что если вы в СНТ придете и что-то требовать от администрации какой-нибудь Карасунского округа, вам скажут, вы же на даче живете? Ну, идите дальше и живите. Мы вам ничего не должны. Это дача. Уж наши чиновники, когда дело доходит от того, что с них что-то требуют, очень четко понимают, где их обязанности, а где их права. И вот их право вас послать, по большому счету. Так, ну вроде все рассмотрели. Это вот именно по районам Краснодара. Итак, на первом месте фестивальный, на втором месте юбилейный, на третьем месте, ну давайте Энку, раз я уже так называл, на четвертом месте Старый Центр, потому что в моем понимании он очень разноплановый, этот Старый Центр. Там есть и... да, я забыл еще, господи, не все еще рассказал. Значит, продолжим. Район ЗИП, хороший район, да, вот может быть я его отнесу на четвертое место, нет, на пятое после Старого Центра, потому что там есть жемчужина. Чистяковская роща, большая зеленая зона, где можно отдыхать. И есть минус у района ЗИП, это то, что он проездной, через него едут во всякие другие районы. И поэтому, ну, по большому счету, у вас все время будет там, куда вы бы ни плюнули, пробка. Но Чистяковская роща, такое большое, легкое. Дальше район Школьный, табачные фабрики, низина, между двумя железными дорогами, то есть достаточно обрезанный, двумя северными мостами. Заезжать туда тяжело на табачку. Там есть типа элитных каких-то поселков, ну, этих райончиков, но все равно. Во-первых, табачка отравляла во все вокруг многие десятилетия. Вот. Не знаю, сейчас она работает или нет. Филипп Моррис закрыл. Но у вас основная проблема то, что, как и в ЗИПе, в район табачки Школьный, туда хрен проедешь. Потому что это район между двумя железными дорогами, соответственно, нужно туда через мосты попадать. Я имею в виду из центра, из других районов. Так, люди любят сейчас Восточно-Кругляковскую. Я ее помню еще как поля и какие-то старые
блочные дома, брежневки и начало 90-х, но очень низкого качества. Но, возможно, сейчас этот район сильно преобразился и похорошел из-за Галицкого его стадиона и сада. Возможно. Мало знаю про этот район, я о нем только плохое знаю. Хорошее появилось уже без меня, я его не знаю. Район 40-летия Победы, помню, что там пробка все время по улице 40-летия Победы, потому что это, по сути, одна из двух улиц, по которой туда можно заехать. Солнечная, 40-летие Победы и все. Ну да, там еще можно как-то пытаться через как раз Восточно-Кругляковскую езжать по Московской. Ну, он такой проездной райончик, и неплохого, ничего хорошего я не могу о нем сказать. Московская в конце, там где раньше были поля, институт виноградарства или чего-то там, все эти поля застроили. Это гетто. Ребята, вот честно вам скажу, это гетто. Район ККБ, Московская, это все гетто. И я думаю, что Восточно-Кругляковские новые дома, которые построили, вот как я помню, уже там редко бывал в последнее время, но я помню, что его застроили какими-то очень-очень такими ширпотребовскими блочками. Нет, сразу нет. На третье место его отнесу по плохости. Восточную Кругляковскую, несмотря на парк Галицкого и стадион Краснодар, Краснодар, ФК Краснодар, сразу нет. Ну вот, пожалуй, все. Так. И еще раз подводим итог. Фестивальный номер 1, юбилейный номер 2, Энка номер 3, центральный номер 4, ЗИП спорно, но номер 5. И, наверное, перестану раздавать призы лучшим районам. Худшие районы. Сразу выбился вперед музыкальный микрорайон. Безусловно, самый худший из худших. Потом район Российской. Не вижу у него никаких перспектив. Вот. Он превратится в такое же непотребие, как и район 9-го километра. То есть, понятно, эти поля будут застраивать и дальше, пока не упрутся в М4 Дон. И понятно, что эти все поля будут застраивать абы чем. Значит, музыкальный худший из худших. Потом район улицы Российской, ипподрома. Это все одно и то же. Северный микрорайон тоже плохой. Немецкая деревня, я знаю, что есть такой район. Но кроме пафоса и понтов я ничего о нем не знаю. Поэтому не буду ему ничего выделять. Я плохо его знаю. Возможно, он прекрасный район, но я его плохо знаю. Возможно, ему нужно поставить отдельно вообще, как исключительно. Не знаю. Я там бывал несколько раз. По мне, так самое плохое, что есть во всех этих немецких деревнях и всем остальном, в том, что от немецкой деревни рукой подать до Копанского. А Копанское это мусорка. Городская, даже не городская, а всекубанская мусорка. Ребята, ну как у вас может быть район немецкой деревни классным, если у вас в Копанском находится величайшая мусорка, куда везут мусор даже из горячего ключа. И, как я понимаю, из Сочи тоже туда везут. Так что, вы чё? Какая немецкая деревня? Вас жестко обманули. Ну вот. И я, пожалуй, не буду больше никого чморить. То есть музыкальные и улица Российская худшие из худших. А дальше все относительные сорта плохости. Ну, то есть и плохое, и хорошее есть. Либо дешево, либо транспортная доступность плохая, либо как вот в Комсомольском, не пойми, что смешанная такая застройка, и вроде как и транспорт есть, и, но зато через тебя все ездят из Знаменского в Новознаменское. Новознаменский, например, дешево, но живи в пробке. Вот такой вот выбор.
Краснодар изменился. Я вижу проблему основную Краснодара в том, что для такого города в нем нет и, видимо, не будет никогда соответствующей транспортной инфраструктуры, я имею в виду общественного транспорта, ни наземного метро, ни трамвайной сети нету такой. Трамвайная сеть должна быть отдельной от автомобильных дорог, чтобы трамвай ездил, несмотря ни на какие пробки, и на трамвае можно было доехать туда, куда нельзя доехать на машине, и быстрее, и комфортнее. Но, к сожалению, в Краснодаре трамвай пересекается много раз и часто с автомобильными дорогами, и все плюсы трамвая на этом заканчиваются. Я видел, какие трамваи в Барселоне, а Барселона по размеру примерно как Краснодар, да и по количеству жителей, сама Барселона. Понятно, что агломерация Барселоны большая, но это же агломерация, это все соседние городки. А сама Барселона достаточно маленький город, в куда более сложном рельефе, с горами буквально, с холмами, с реками. И тем не менее в Барселоне есть и городская электричка, то есть все вот эти две независимые компании железнодорожные ездят через Барселону. Трамвай есть. 11 или 14 линий метро, ну то есть по количеству линий их, наверное, 11, но есть еще северная, южная, то есть около 14 линий метро, плюс куча этого индивидуальных средств мобильности, типа можно арендовать им электроскутер и велосипед, электровелосипед, и можно даже мотороллер, по-моему, арендовать. То есть Барселона в плане транспорта, несмотря на сложный рельеф, на 10 голов выше Краснодара. Ну, конечно, в Барселоне нет зимы, снег там не выпадает, так как в Краснодаре, и не нужно его расчищать. Поэтому основная проблема Краснодара — это дорожная сеть и транспорт. Если бы в Краснодаре, условно говоря, построили параллельно с улицами еще сеть надземного метро или типа трамвая скоростного надземного, потому что под землей, я как понимаю, очень сложно с этими всеми коммуникациями, подземными водами и так далее. Ну, сделайте как в каком-нибудь Нью-Йорке или Чикаго, все надземное. И тогда, если бы ты мог сесть в комфортный с кондиционером трамвайчик где-нибудь в Молодежном и приехать в район Горгаза за какие-нибудь там 30 минут, вот тогда, я понимаю, Краснодар бы был классным. Очень своеобразный климат в Краснодаре. Те, кто собирается туда приезжать, подумайте. Город находится на плоскости, он продуваем всеми ветрами. Вот буквально сегодня Краснодар заволокло туманом, дымом, ванизмой какой-то непонятной, то ли от рисовой соломы, то ли от горящей мусорной свалки в Капанском, привет немецкой деревне. Через Краснодар большие транспортные потоки идут на юг, по сути через Краснодар. Аэропорт в Краснодаре не работает, снег в Краснодаре не убирают, потому что есть пословица: в Краснодаре зимы нет, и мэрия к этому относится именно таким образом. Очень много улиц в Краснодаре не заасфальтированы, многие улицы подтопляются, например, Рашпилевская и Морская, там постоянно подтопляется во время дождей. Соответственно, все эти фекалии вымываются, потому что в ливневке спускают фекалии. И мне кажется, город просто застрял в своих границах при таком количестве населения. Его бы, знаете, на несколько частей разделить, разнести, вот, чтобы он дышал свободно, и чтобы люди не толпились все в одном месте. Ну, как, знаете, набились в одну консервную банку и уже пованивают. В общем, очень на любителя Краснодар, очень на любителя. Зарплаты в Краснодаре маленькие, потому что жесткая конкуренция за рабочие места среди коренными жителями и понаехавшими. К Черному морю, кто бы вы там что ни думал, вы не доедете.
Пробки стоят такие, что мама не горюй. И я как человек, проживший последние почти 10 лет в Горячем Ключе, на 75 километров ближе к Черному морю, по 5-6 часов стоял к морю. Потому что либо ты выезжаешь ночью, то еще удовольствие, либо ты пытаешься проехать через Шаумянский перевал к морю в Туапсе, и тоже там свои проблемы. Либо ты пытаешься поехать, раньше мы ездили, когда были пробки, на Азовское море, через Славянск на Кубани, и купались за Темрюком. Но сейчас и туда не доедешь с комфортом. Все, в Краснодаре летом практически никуда без пробок не выехать, чтобы покупаться на море. Ни до Новороссийска, ни до Джубги, ни до Туапсе, ни до, соответственно, Темрюка. Везде пробки. Ну, относительно теплый климат, но опять же на любителя. Бывает такое, что ледяной дождь, бывает такое, что жуткая жара, сети не выдерживают, кондиционеры не спасают. И я много раз слышу, что люди приезжают в Краснодар, живут, потом уезжают, потому что не могут привыкнуть к этой жаре, не могут привыкнуть к тому, что они 9 месяцев в году жутко потеют, люди быстро там стареют из-за жары, влажность высокая еще к тому же, потому что рядом 2 моря и Краснодарское водохранилище, и еще несколько маленьких водохранилищ. Ну, я его, конечно, люблю как свой родной город, но при этом я люблю тот Краснодар, который я помню 30 лет назад, в начале 90-х. Но не тот, который я видел последние годы, который превратился в некие такие человейники по окраинам, по полям вокруг Краснодара. Человейники буквально гетто построили, типа вот этой московской или Восточно-Кругляковской, и не решили ни коммунальную проблему, ни проблему с транспортом. Где вы, какие рабочие места там найдете? Что из рабочих мест осталось? Я не знаю. Сельское хозяйство, ну, не нужно такое количество людей в сельском хозяйстве, тем более в одном Краснодаре. Вы же не вокруг живете, а вы в Краснодаре живете. Офисные работники в таком количестве в одном месте сейчас не нужны. Можно на удаленке работать. То есть переезд в Краснодар я бы поставил под вопрос. Прежде всего подумайте, нужен ли вам такой климат, как в Краснодаре. Я-то к нему привык, но привыкнете ли вы? И да, я последние годы жил в Горячем Ключе, уверяю вас. Вынося за скобки, что такое Горячий Ключ, но жить на земле в Горячем Ключе, в предгорьях, куда как комфортнее, чем жить в Краснодаре на асфальте. Куда как комфортнее. Совершенно по-другому переносится летняя жара, совершенно по-другому переносится осенняя вот эта вот хандра, и там реально в Горячем Ключе, если снег выпал, то это реально зимняя сказка, а не каша грязная, как в Краснодаре. Ну, у маленьких городков, таких как Горячий Ключ, есть много-много своих недостатков других. Краснодар все-таки столица, богатый город. У него есть преимущество хотя бы того, что у него столичный статус и большой бюджет. Вот так вот. Все, ставьте мне лайк. Просто обязан это сделать за то, что я вам так подробно рассказал. И расшарьте это всем. Пошлите вашим знакомым, которые собираются переехать в Краснодар. Такого честного рассказа вы в жизни не слышали. Я с любовью отношусь к Краснодару. Это мой родной город. Но я как вот люблю его и в то же время конструктивно критикую. Подробно разбирая каждый микрорайон. Все. Люблю вас, целую. Пока.